Вот и началось по Краснодару. Это кадры из Краснодара. Здесь дрон попал в жилой дом. Кроме того, сегодня в выпуске митинг дальнобойщиков, митинг жителей Кузбасса и поножовщина в военной части в Тыве. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Финляндия начала расследование после взрыва на танкере «Коала» в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом в соцсети X сообщил премьер-министр страны Петери Орпа. По его словам, власти следят за ситуацией и готовятся к возможным разливам нефти. В район происшествия отправили самолеты разведки. Следов загрязнения воды в Финском заливе пока не обнаружили. Танкер «Коала» со 130 тысячами тонн мазута начал тонуть накануне днем. Глава региона Александр Дрозденко назвал случившееся техногенным инцидентом во время запуска двигателя. По данным Росморречфлота, взрыв произошел в машинном отделении. Как утверждают российские власти, разлива нефти и пострадавших нет. «Коала» входит в российский теневой флот, используемый для обхода санкций. Он состоит из ветхих судов с непрозрачной собственностью и скрытыми бенефициарами. Танкер несколько раз менял флаги и, по данным СМИ, был связан с латвийским предпринимателем Александром Халявиным. Сейчас судно входит под флагом Антигуа и Барбуды. Его экипаж 24 человека. В Усть-Лугу танкер прибыл из Сингапура 6 февраля. А у берегов Сахалина пытаются предотвратить разлив нефти с китайского судна. Об этом сообщил глава региона Валерий Илимаренко. Спасатели начали устанавливать боновые заграждения. По данным Росморречфлота, на борту Аньян-2, севшего на мель в устье реки Казачка в ночь на 9 февраля, находится 1000 тонн угля, более 50 тонн дизельного топлива и свыше 700 тонн мазута. Экипаж 20 граждан Китая. По данным капитана, судно получило 2 пробоины. Об этом сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на Морспослужбу. Сухогруз застрял всего в 200 метрах от берега Невельского района, рядом с лежбищем краснокнижных сивучей, что вызывает тревогу экологов. Пока утечек не зафиксировано. Спасательные работы осложняются штормовой погодой в регионе. Введен режим чрезвычайной ситуации. Крупное ДТП произошло накануне вечером на юго-западе Москвы. Как сообщает канал 112, пассажирский автобус столкнулся с 3 легковыми машинами, а затем въехал в столб. В результате пострадали 7 человек, им оказывается медицинская помощь. В московском Дептрансе сообщили, по предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель одной из машин проехал на красный свет и не уступил дорогу автобусу. Еще одно крупное ДТП с автобусом произошло сегодня в Приморье. В Чугуевском округе он столкнулся с лесовозом. Как пишет портал Приморья-24, из 20 человек, которые находились в автобусе, 15 пострадали, в том числе и водитель. 4 даже потребовалась госпитализация. Как сообщает прокуратура региона, причиной ДТП стал занос груженного прицепа лесовоза. Ведомство организовало доследственную проверку. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о повреждении 2 домов из-за атаки дронов. В Краснодаре пострадал жилой комплекс «Центральный». Обломки упали на техническую надстройку 19-го этажа, выбив окна и витрины. Местные делились видео. На кадрах зафиксирован взрыв на крыше. По предварительным данным, пострадавших нет. Позднее Кондратьев отчитался о еще одном сбитом беспилотнике в поселке Афипском Северского района. Его обломки повредили частный дом, но жертв нет. Дроны летели и в другую сторону. Накануне вечером российские военные ударили шахедами по Сумам. Беспилотник упал на парковку во дворе многоэтажки. По данным местных властей, как минимум 1 женщина получила ранения. Пострадали жилые дома. 6 автомобилей сгорели полностью. Еще 15 повреждены. В Бурятии срочник получил 9 месяцев дисбата за нападение на сослуживца. Кяхтинский гарнизонный военный суд признал призывника Адриана Мангуша виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений. Как следует из сообщения пресс-службы 2-го Восточного окружного военного суда, он 3 ударил сослуживца ножом в ногу за слишком тихие ответы во время построения. В результате Мангуш получил 9 месяцев содержания в дисциплинарной воинской части. В Якутии сотрудницу интерната для неслышащих Валентину Федорову на 4 года отправили в колонию после того, как она пожаловалась на издевательство над детьми. Якутский городской суд постановил, что она сама виновна в истязаниях, а также в даче ложных показаний. Помимо тюремного срока суд обязал Федорову выплатить 600 тысяч рублей по иску родителей пострадавших детей. В 2023 году Федорова, сама инвалид по слуху, публично рассказала, что над ее подопечными издеваются другие сотрудники. Их избивают и унижают, а на одного ребенка даже бросались с ножом. При этом власти не обращают внимания на жалобы, а тех, кто рассказывает об этом, увольняют. В СМИ также попали видеосвидетельства детей, которые жаловались на жестокое обращение.
После этого Федорову уволили и обвинили в том, что она заставляла детей клеветать на других сотрудников. И на самом деле это она издевалась над своими воспитанниками. Изначально прокуратура запросила для нее 8 лет лишения свободы. Сама Федорова в последнем слове заявила, что дело против нее сфабриковано. Это месть бывшего директора интерната единоросски Оксаны Винокуровой, которую ранее уволили за многочисленные нарушения. Жители Кемеровской области, в котором находится одно из крупнейших мировых угольных месторождений, жалуются на дефицит угля. Жители города Улус накануне устроили митинг и записали видеообращение к властям региона и страны с требованием разобраться, почему они остались без качественного сортового угля, а на жалобы получают отговорки и предложение пользоваться углем марки D, более низкого качества, который хуже горит и больше коптит. Почему нас бросили на произвол судьбы? Почему не заводятся никакие уголовные какие-то дела, процедуры никакие не проводятся для того, чтобы этот уголь вернулся? Хотя у нас на переездах большими эшелонами уголь уходит куда-то. И мы, стоя на этом закрытом переезде, видим этот уголь, а у нас его нет. На прошлой неделе, 6 февраля, местные власти и сами признали, что ситуация критическая. Единственный поставщик, Кузбасская топливная компания, находится в тяжелом экономическом положении. Поэтому в этом году ничего, кроме угля марки D, людям предложить не смогут. Хотя еще месяц назад чиновники называли жалобы населения фейками. Ну а сегодня местный губернатор Роман Середюк снова выступил с комментарием. Вот что он написал у себя в телеграм-канале, я процитирую. «Угольная отрасль испытывает сейчас огромные трудности. Многие предприятия закончили минувший год с убытками. Стоит вопрос о выживании отрасли в целом. В этой связи угольщики уже не могут давать такие скидки на сортовой уголь, иначе они не смогут выплачивать вовремя зарплату шахтерам, платить налоги в бюджет, рассчитываться с контрагентами». Конец цитаты. В общем, денег нет, но вы держитесь. Держаться, судя по всему, придется и дальнобойщикам. Грузоперевозчики из южных регионов страны тоже записали обращение к Путину. Причина их недовольства – средства радиоэлектронной борьбы, которые сбивают работу системы «Платон». Они требуют отменить штрафы «Платона» до конца войны. Система радиоэлектронной борьбы, которая защищает людей от дронов, от других средств поражения противника, одновременно нарушает работу Платона. В результате людям приходят абсолютно неоправданные штрафы. Видео опубликовал у себя в телеграм-канале краснодарский депутат Сафронов. Он также отметил, что у некоторых водителей уже, цитата, «по паре сотен тысяч штрафов на одну машину. Если ничего не делать, то будет либо массовое банкротство перевозчиков и отказ возить грузы, либо все штрафы будут заложены в цену перевозки, что еще больше взвинтит стоимость товаров в магазинах». Конец цитаты. И это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Ставьте лайки этому выпуску, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, если YouTube тормозит. Ссылку вы найдете в описании к видео или просто сканируйте QR-код на экране. В Телеграме вы найдете весь наш контент, в том числе в аудиоформате. Берегите себя и всего хорошего.